Витаю, друзья! Здравствуйте, все добрые и адекватные люди. Сегодня расскажу, почему у 90-95% людей не получается стабильно похудеть или компенсировать сахарный диабет второго типа, или справиться с атеросклерозом без лекарств и вообще сохранить здоровье в тех пределах, в которых им позволяет генетика. И это видео не про мотивацию или про пристыживание тех, у кого не получается, потому что здесь нет вины людей. Как бы это странно ни звучало, ведь мы привыкли к словам классиков, что в 80% случаев в болезнях виноват сам пациент. Нет, это не так. Давайте возьмем из жизни два примера. Пример первый. Вот в городе я часто встречаю людей, они подходят ко мне и говорят, что благодаря вашим видео или инструкциям я сбросил 20 килограммов, например, стал бегать, ходить в зал, у меня прекрасное здоровье по данным медицинских обследований. При этом я, честно говоря, вижу этих людей первый раз в жизни, не проводил с ними консультаций, и бывают и другие люди, которые после консультаций, после получения четких инструкций, что, когда и как, так и остаются на прежних позициях. Так в чем же причина? Думаете, в отсутствии силы воли у вторых и в высоких морально-волевых качествах у первых? Нет. Причина лежит в нашей нейробиологии, в том, что является приоритетом в нашей личной системе вознаграждения. Если вы внимательно будете слушать дальше, то у вас будет больше шансов попасть в первую группу людей, которые успешно достигают изменений своего здоровья. Система вознаграждения решает, какой стимул является ценным и стоит ли его повторять. Находится она в части мозга, которая называется средний мозг. Именно там находятся нервные клетки, которые выделяют дофамин. В зависимости от того, насколько ценный стимул, меняется и количество дофамина. Существует такая модель. Она называется ошибка предсказания. Prediction error. Это происходит таким образом. Если есть какой-то опыт, вы съедаете, например, новую пищу, то у вас может быть три реакции, условно. Первая – это результат превзошел ожидания, было вкуснее, чем обычно. Выделяется много дофамина. Результат не впечатлил, выделяется меньше дофамина. И если результат не понравился, дофамин почти не выделяется. Эти результаты запоминаются, и так возникает мотивация повторять то, что вызвало выброс дофамина. Дофамин, отмечу, сам по себе не является источником удовольствия. Его выброс сигнализирует о том, что данный процесс просто стоит повторить. Клетки среднего мозга, вентральная покрышечная область, если кому интересно, отдают отростки в структуру, которая называется стриатум. Там есть группа клеток, которые образуют прилежащее ядро или nucleus accumbens. На нейронах прилежащего ядра есть два главных типа рецепторов – D1 и D2. Дофамин связывается с D1, и это ведет к возникновению изменений в таких структурах, как бледный шар, таламус, орбитофронтальная кора и инсула. В них активизируются опиатные и эндоканнабиноидные механизмы. Условно, это внутренняя система, стимулирующая те же рецепторы, что и наркотики. При этом возникает чувство удовольствия. Стимуляция D2 рецепторов также приводит к активизации этих структур, но уже не прямым путем. И самое главное, что когда уровень дофамина начинает снижаться, D2 рецепторы это чувствуют и развивается торможение удовольствия. Опосредованно, конечно. Таким образом, процесс получения удовольствия завершается. На примере пищи это действует упрощенно так. Вы съели шоколад, в центре вознаграждения выделился дофамин, активизировались D1 и D2 рецепторы, вы получили удовольствие, но по мере поедания шоколада уровень дофамина начинает падать и новизна пропадает. Это падение чувствуют рецепторы D2. Ворота закрываются, и клетки мозга, в которых получается удовольствие, снижают свою активность. И благодаря этому в норме люди не едят шоколад бесконечно. Разумеется, я привел очень упрощенное описание системы вознаграждения. Но теперь у нас есть кое-какое представление о работе этой системы. И сразу же возникает вопрос, что же является стимулом для системы вознаграждения? Что заставляет повторять одно и то же действие. Условно, все стимулы можно разделить на снизу вверх или bottom-up, либо сверху вниз или top-down. Как вы уже догадались, стимулы снизу достаточно примитивны. Это еда, секс, порнография, скроллинг соцсетей, телесные блага,
азартные игры, ну и так далее. Эта деятельность ведет к быстрому и массивному выбросу дофамина в системе вознаграждения. С другой стороны, существуют такие стимулы, как долговременные цели, успех в бизнесе, в профессии, в учебе, контроль над здоровьем, чувство self-accomplishment и, естественно, процесс узнавания нового или признания заслуг ваших и так далее. Формируется это осознанно в коре головного мозга в префронтальной зоне. Стимулы топ-даун вызывают менее выраженные всплески дофамина. И это физиология. И именно поэтому, если вот все пустить на самотек, bottom-up стимулы всегда одерживают победу. И это не вина человека. Так устроена природа. Природа также устроена таким образом, что система вознаграждения не терпит пустоты. Она всегда должна иметь какой-то стимул. Примеров этому масса. Многие вот знают, что алкоголики, бросившие эту пагубную привычку, начинают налегать на сладкое. Люди, бросившие курить, полнеют из-за переедания. Их система вознаграждения лишилась источника быстрого дофамина и нашла замену в еде. Еще один теперь уже частый пример – это применение оземпика или мунжара для похудения. Эти препараты снижают ценность пищи, ничего не давая взамен. Поэтому часто при их отмене люди опять набирают вес. Мало того, не давая системе вознаграждения замены, эти препараты обладают потенциально небезопасными побочными эффектами. В отдельных случаях у людей на терапии GLP-1 агонистами отмечались изменения настроения, например, тревожность или даже депрессивные симптомы. И здесь я оговорюсь, я не против этих препаратов. Это всего лишь объективная реальность без розовых очков. Итак, мы с вами уже понимаем, что система вознаграждения всегда требует стимула, и стимул этот может быть либо bottom-up, либо top-down. Что же нам дает это понимание? Как раз понимание того, почему первая категория людей, эти 5-10% достигают успеха там, где 90-95% не достигают. У первых, как вы догадались, иерархия системы вознаграждения выстроена вокруг топ-даун эффектов. У вторых стимулы bottom-up. Для первых источник мотивации и повторения действия – контроль над своим телом, получение удовольствия от проделанной работы, удовольствие от того, что у них там что-то получилось, удовольствие от того, что они контролируют свое собственное здоровье. Ну, это, конечно, не значит, что вкусно поесть там, или полежать на диване для таких людей табу. Нет, они это могут делать, но не делают это часто и помногу. Почему? Потому что в их иерархии ценностей это не главное. Тут важно понять, что они себя не мучают. У них просто другие приоритеты. В противоположность им, те 90-95%, у кого доминирует bottom-up система, при отказе от привычных источников быстрого дофамина реально мучаются. Это не упрек, это физиология. Такие люди могут, например, похудеть на 10-20 килограммов, могут голодать, могут тренироваться, но они срываются. Их состояние здоровья похоже больше на качели. Они ищут БАДы, волшебные диеты, методы, практики, но почему-то ничего им не помогает. Не помогает, потому что здоровье в их иерархии уступает место более комфортным стимулам. И вот теперь, когда мы разобрались в приоритетах, у вас возникнет вопрос, так что же делать? Ну, ответ очевиден. Полностью пересобрать иерархию ценностей для системы вознаграждения. Это не означает, что достаточно просто сменить лозунг и провозгласить: отныне я посвящаю себя здоровому образу жизни и контролю над собой. Ничего не произойдет, если вы так скажете, попытаетесь, а втайне будете надеяться, что вот когда этот кошмар для вас закончится, вы вознаградите себя тем, что всегда вам доставляло удовольствие. Например, вот выполняете все рекомендации в течение недели, но ждете выходных, чтобы позволить себе съесть все, что попадет под руку. Точно так же не сработает механизм награды за страдания. Вот после тяжелой тренировки я могу себе позволить съесть что-нибудь не сильно полезное. Я еще один пример скажу, и он вам не понравится. Некоторые вот думают, что поеду-ка я в дом отдыха или в санаторий, или лягу там в больницу, прокапаюсь раз в год и все остальное время буду жить как жил. Это гарантированный вариант, что у вас ничего не получится.
Чтобы получилось, нужно, чтобы желание улучшить себя стало частью вашей идентичности. Чтобы это не было насилием, а стало приоритетом. Вероятность того, что у вас это получится самостоятельно, приблизительно такая же, как выучить иностранный язык самостоятельно, без учителя, не проживая в языковой среде. Да, некоторым это удается, только вот взгляните правде в глаза и оцените свои шансы. Опять же, это нормально, это физиология. Система вознаграждения должна быть простимулирована, и она цепляется за то, что дает самый быстрый результат. Но это не значит, что ничего нельзя поделать. Просто нужно время, четкое понимание целей и того, какие процессы мы меняем. Обычно, чтобы перестроить иерархию, нужны месяцы, потом еще нужно время, чтобы поведение стало автоматическим. И приблизительно это год-полтора работы. Человеку нужна среда, в которой новые стимулы и ценности действительно бы признавались. Вот если вы живете, например, в семье, где на ваши тренировки и правильное питание смотрят как на блажь, или те, с кем вы общаетесь, не разделяют ваших интересов, вам будет трудно. Поэтому лучший способ для 95% пройти этот путь со специалистом. И причем желательно со специалистом, который сам этот путь сначала прошел. И это не про диеты, не про добавки, не про расписание тренировок, не про чекапы и не про контроль анализов. Все это важно, но это сравнительно легко. Это про структуру и метод, который приведет к изменению иерархии системы вознаграждения. Диеты, тренировки и анализы – все это доступно в наше время. Точно так же, как, например, доступны словари и грамматика прям для любого языка. Только язык учится, когда есть метод и структура. Точно так же мозг строит новую иерархию, когда есть метод и структура. И в конце я скажу важную вещь. Если вы узнали здесь себя, то это хорошо. Значит, первый шаг уже сделан. Это и есть точка старта для изменений.